Всем привет! В этом видео я расскажу, как перепрошить Xiaomi Redmi Note 7 Pro на глобальную прошивку. Я заказывал на AliExpress китайскую. Это оно мне уже перепрошитое, то есть я заснял, как ее перепрошивать, как разблокировать загрузчик. Все у меня получилось, работает отлично. Меню полностью все на русском, вообще без всяких боков работает. От китайской прошивки чуть отличается, появились внизу виртуальные кнопочки, на китайской прошивке их не было. И вверху тут чуть-чуть отличается вот этот бар. Вот. А так все в принципе отлично. Вот еще какое-то обновление прилетело. То есть вот 2 дня я им пользуюсь на глобалке. Доступно обновление, ну пусть обновляется. А я пока расскажу, как вообще все перепрошивается, как разблокируется загрузчик. Что нам нужно для начала. Первое, что вам нужно сделать, это сюда вставить в телефон сим-карту с рабочим интернетом, ту, которой вы пользуетесь, и с вашим номером телефона. Дальше вам нужно будет зарегистрироваться в Mi аккаунте. У меня уже Mi аккаунт был, так как до этого я пользовался, у меня был Redmi Note 3 Pro телефон, поэтому Mi аккаунт у меня уже был, я его просто сюда ввел. Если у вас нет Mi аккаунта, то вам нужно будет зарегистрироваться. И также проследите, чтобы ваш номер телефона был привязан к Mi аккаунту, он там тоже высвечивался. Дальше вам нужно будет зайти в My Device, это в настройках самая верхняя строчка. Там вы заходите в All Specs. Это все спецификации. Заходим туда, и там есть третья строчка New Version написано. И на нее пальцем вы нажимаете несколько раз, и внизу вам высветится окошко, что вы теперь разработчик. Дальше вы заходите в Additional Setting, это расширенные настройки. Переходим в вкладку Developer Options. И тут ставим 2 галочки OEM Unlocking. И вторую ставим. Это у нас USB Debugging. Вот, выбрали. Дальше мы выключаем Wi-Fi. Должна подключиться ваша сеть через сим-карту интернет. И нужно будет нажать на Mi Unlock Status. Это в этом же меню. И внизу надо добавить Add Account, нажать. И там подтверждение выскочит через несколько секунд, что ваш телефон привязан к вашему аккаунту. И все, теперь выключаем телефон. Теперь нам понадобится компьютер. Нужно скачать 2 программы. Первая это Xiaomi PC Suite. Ссылочку я оставлю в описании, я закину на файлообменник. И также можно с официального сайта где-нибудь ее скачать. Mi PC Suite. Это программа для работы компьютера с телефоном. Мы ей пользоваться не будем, она нам нужна только для того, чтобы установились драйвера на компьютер, чтобы он корректно видел телефон, чтобы корректно его определял. Скачиваем, устанавливаем. Дальше нам нужно будет Mi Flash Unlock. Вот такая вот программка. Я ее тоже ссылочку в описании оставлю, где скачать. То есть мы в нее заходим. Здесь у нас есть вот с таким значком приложение. Мы его запускаем. Здесь мы соглашаемся. Здесь вам нужно будет ввести тот, который вы зарегистрировали, аккаунт Mi аккаунт. Я вводил свой с паролем, и дальше вы в него заходите. Высветится проверка разрешения разблокировки. Высветится вот такое меню. Дальше нам надо будет телефон в режим загрузчика. Для этого мы зажимаем громкость минус и включение. Зажали, держим, пока не появится вот такой вот значок Fastboot. Теперь нужно подключить телефон к компьютеру. Телефон подключится к компьютеру, и дальше нам нужно будет нажать кнопку «Разблокировать». Вот, нажимаем «Разблокировать». Предупреждение также на английском языке. Тоже нажимаем «Разблокировать». Прошел процесс разблокировки. Первый раз выскочит ошибка, и попытку нужно будет повторить через 7 дней. То есть это разрешение появится через 7 дней. Нужно будет ждать. Вот я как раз ждал 168 часов. По истечении их мы повторяем это все, и у вас все получится.
Теперь нам нужно скачать прошивку. Заходим на сайт 4PDA. Там есть раздел Xiaomi как раз под наш телефон. Заходим. Также есть инструкции по других способам прошивки. В вкладке прошивки обновляемый список прошивок. Здесь мы выбираем прошивку для Индии. Это как раз глобальные многоязычные прошивки, стабильные прошивки. И здесь нам нужно выбрать последнюю прошивку для фастбута. Это для recovery, а для васпута вот она, 10.3.10. Нажимаем Download, она у нас будет скачиваться. Я уже поставил на загрузку. Ждем, пока она скачается. Теперь нам нужно зайти на диск C и создать там папочку, куда мы будем сбрасывать нашу прошивку. Вот, заходим, создаем папку, назовем ее Redmi. И в нее надо забросить нашу разархивированную прошивку без папочек, просто все файлы выделить. Вот, выделяем и вставляем все файлы в эту папочку. Также нужно в эту папочку сбросить ADB файлы. Они также скачивались с 4PDA сайта. Ссылочку я оставлю в описании. Вот они у меня. Копируем их в эту же папку Redmi. Теперь мы заново перегружаем телефон в режим Fastboot. Подключаем кабелем к компьютеру. Дальше заходим в нашу папочку с прошивкой Redmi, которую создали мы на диске C. И запускаем файлик Flash All. И пошел процесс прошивки, он идет полностью в автоматическом режиме. Вам только нужно ждать, это минут 10 займет времени. Потом телефон перезагрузится и можно дальше пользоваться. Все, телефон перепрошился. Теперь нам нужно подключиться к интернету через Wi-Fi, ввести пароль. Дальше нам нужно будет зайти в ваш Mi аккаунт и выполнить первоначальные настройки для включения телефона. И все, в принципе, можно дальше пользоваться. Всем спасибо за просмотр, всем удачных прошивок, всем пока. But for you I'll take a look. Don't know what your mama took. Sweet and spicy like a cook, yeah.